У нас последний день в Хикадове на Шри-Ланке. Оленька уже попустилась. Оля нервничала пару дней, боялась, что у нас корону найдут. Ну, короче говоря, если бы нашли корону, мы бы оплатили визу, на которую мы уже заранее подались. И, в принципе, остались бы еще, но нужно было обменять билеты. У нас была такая функция, но все равно сейчас билеты дороже, нужно было доплачивать, плюс гостиница. Ну, короче, не сильно мы хотели уже оставаться, потому что по деньгам било. И я сказал, что если будут положительные тесты, я обожрусь устриц в хлам. Я заказываю... Вот мои устрицы уже готовятся у этого парня. Я взял 4 килограмма, это по 500 рупий килограмм. Это кому интересно, я уже здесь кушал пару раз, я прям здесь платил. И сразу же по ходу дела их и кушал. Мне лайм вот приносили с этой точки, здесь готовят, кстати, еду. И сразу же здесь их поглощал, там по одной мне подавали, я быстренько кушал и уходил себе. Ну, блин, выжил, прикольно, в принципе, вкусные свежие устрицы. Единственное, что они такие... Но не дикие, натуральные, я так понимаю, некоторые мелкие, некоторые помесистые. Ну, короче говоря, если покупали мы у нас в ресторанах где-то в Киеве, недорогие мы чаще всего покупали, пробовали, то как бы были такие они почти все покрупнее, мне казалось. На 2000 рупий сколько получится, сейчас будем примерно. А есть еще такие моллюски, кто любит, я не особо фанатею. А вот за устрицы я бы жалел, если бы я не попробовал, не наелся бы их напоследок. Oh, you professional. Нам пока там устрицы вскрывает, Оленька чекинится уже. Скажи номер паспорта. Сейчас Оля разгребет с всем гемором, я вкратце подобью какие-то итоги, мы вместе подобьем какие-то итоги, потому что много нюансов, которые нужно было обсудить, раскрыть, рассказать. Но у меня есть списочек, я там пробегусь, возможно, там в плане всех нюансов. Если кто-то не увидел на свой вопрос ответ в предыдущих видео, я думаю, возможно, он здесь найдет свой ответ. Мне дали уже партию устриц, мы сейчас будем понемножку кушать и рассказывать, в принципе, по нашим затратам, по Шри-Ланке. $830, Оля говорит, что мы тупо проели. Да, прожали за месяц. Мы месяц были, кто еще не понял. И то мы не шиковали. Так, что еще рассказать? Билеты стоили $1050 с двоих туда и обратно. Компания Air Arabia. Потом $450 у нас стоил отель в Хикадуве на 19 ночей с двоих без завтрака. Потом $150 у нас стоил с двоих отель в Мирисе с завтраком на 11 ночей. Потом мы потратили $200 на экскурсии с двоих. Мы ездили в Эллу, ездили на поезде, вы это увидите это видео. Громче говори. Потом на трансфер мы потратили, получается, где-то $25 в одну сторону. В другую сторону примерно будет, наверное, дороже, $40 с пары будет. И еще мы потратили, перемещаясь с Мирисы в Хикадуву, где-то порядка $5 на трансфер. Оля не хочет устрицы кушать, боится, что, короче, в самолете туалет не выдержит нагрузки потом. Короче, в общем, если это все в сумме посчитать, с билетами, с проживанием, с кормежкой и с экскурсией, то на двоих получилось за месяц $2680. Это уже совсем. $2680, это полностью все затраты, это включая даже услуги. Thank you. Полностью все. Это туда входят билеты, проживание, экскурсии, потом что там. Ну туда еще, туда я не посчитала, визы, вот это вот я не считала. Океаническая вода немножко солености вот это вот дает, вообще прикольно. Ну короче, на двоих $2680 в месяц, и мы не шиковали, я могу сказать. Да? То есть мы так, не сильно так. Я еще потом в итоге там сообщу внизу, короче, где-то, выдержал ли мой желудок 4 килограмма устриц, потому что Оля не хочет мне помогать. Сыкло. Слабачка. Ну, у меня есть хорошие таблетки от расстройства на всякий случай. Блин. Ну вот смотрите, огромная устрица, но она здесь маленькая. Сейчас я устрицы слопаю, чтобы вы там слюнкой не обтекли, ну, те, кто любит. Я потом пошагово пройдемся где-то, чтобы видео не было таким скучным. На что стоит обратить внимание? По пляжам и так далее. У нас есть свои конкретные уже взгляды, советы и настойчивые рекомендации вам, на каких пляжах нужно тусоваться, если вы уж попали в Хикадуву. Почему так говорю? Потому что я не советую попадать в Хикадуву. Позже скажу почему. Я решил, может быть, на скорость это сделать. Оля хочет уже жрать. Я уже пару раз лаймом вот так вот сделал. Прикол в том, что если бы они все были оторваны, я бы это быстро сделал. Ну, наверное. Раз. Блин, тут не получится. Два. А не надо на скорость, надо в кайф, чтобы было. Отбой, отбой.
Охрана отмена. Ну вкусное, хоть расскажи Вкусное. зрителям. Ну, в Украине кто живет, то есть по типу Черноморки, мы особо не тратимся на эти вещи, то есть не подумайте, что мы их регулярно ждем. Но раз в месяцок там на, ну штук там 10 мы съедаем иногда. И по ценам, и по вкусу. В смысле на штук 10? На штук 10 штук 10 гривен? штучек, 10. Ну, чисто так. Люди ж подумали, штук 10 Да, тысяч ну, гривен. Нет, ну то есть мы иногда просто так, чисто, не знаю, для вкуса, просто для какого-то удовольствия, немножко их как бы иногда кушаем. Но выглядят они типа не очень эстетично. Выключай, потому что я не могу сосредоточиться. Смотрите, какая атмосфера царит вокруг. Короче, мы на рынке находимся. И Саша тут сидит на таком столике, на стульчике, на таком. И жрет. Нужно кратко пробежаться по темам и какое-то заключительное видео снять. Мы решили это сделать порт рыбный, где морепродукты продаются. Позади нас наш пляж, на котором мы провели время довольно-таки долго, недельку. Первую недельку в Хикадове мы вообще. Вот дальше еще пляж, там Черепахи где. А живем мы здесь недалеко. Короче говоря, ближе к сути. Мы должны рассказать, то есть как покупали билеты, что бронировали и так далее. Постараемся очень сжато, кратко. Постараюсь на монтаже еще лишнего повырезать, чтобы не затягивать видео. Нам все вместе по сумме обошлось, мы говорили, это 2700 долларов на месяц. На Шри-Ланке мы прожили половину срока, так сказать, на Мерисе. Половину мы жили вот здесь, в Хикадуве. Ну, большую половину, 19 дней в Хикадуве мы провели. Я долго злился, нервничал и негодовал по поводу того, что какая разница между Мерисой и Хикадувой. В Хикадуве все намного развитее для русскоговорящего туриста, конечно. Очень много пакетников, пляж намного менее красивый, намного скромнее. По снорклингу, например, здесь поприкольнее. Ну, мы, короче говоря, обжились. Классно провели время. Привыкли, адаптировались. Сегодня сдали тесты. Тесты у нас отрицательные. Мы можем ехать домой. Мы думали, если будут положительные, могли бы остаться. Сумму я общую сказал. 2700 это на месяц, на двоих. Это, в принципе, с экскурсиями, с едой, с развлечениями, с серфингом. Там поначалу я чаще делал, в конце уже чуть подустал немножко. Ну, перелет, все, короче говоря. В целом по Шри-Ланке спустя 4 года мы сюда приехали второй раз. Она довольно-таки сильно изменилась. Какие-то поселочки типа Велигамы очень хорошо развились, стали лучше, ухоженней. Ну, прикольнее, больше людей, соответственно, стало. На серфинге прям аншлаги там вот. Но это топ место все равно в мире, пока где я был, чтобы учиться новичку, чтобы вставать на доску впервые. Скажи ты два слова, что в принципе в общих чертах о Шри-Ланке. Ну, как бы выбор был небольшой, потому что сейчас все закрыто в связи с ковидом. И мы решили попробовать еще раз, второй раз приехать, потому что первый раз это было очень мало дней, 11 дней. Это было все очень коротко, непонятно и размазано для нас. А в этот раз мы решили уже на месяц остаться, и все-таки мы уже прочувствовали Шри-Ланку. Да, она очень спокойная, она классная, она такая вот гостеприимная, люди здесь тоже очень Позитивные, добрые, подтверждаю, люди крутые, да. Они тебе в спину там не плюнут. Не плюнут, да, вот они улыбаются, и у них это искренняя, улыбка искренняя, не так, как, допустим, даже у тайцев, они улыбаются, но там что-то там думают про себя. Ну, тайцы в туристических районах, Коля имеет в виду. Я все-таки тайцев склоняю, они даже, может, где-то поприятнее даже, чем Мне больше ланкийцы начали нравиться. Вот ланкийцы, балийцы, тайцы. Да, балийцы и вот у нас. ланкийцы классные очень. Я могу выделить среди них вот ланкийцы классные. Когда 4 года назад первый раз здесь были, мы жили в Бентоте 2 недели, неделю в Бентоте, неделю в Велигаме. Сейчас мы жили в Мерисе и в Хикадуве, то есть для нас по-другому немножко мы увидели Шри-Ланку, и Шри-Ланка намного активнее развитие, чем мы увидели это по Велигаме и Бентоте. Многие писали мне после первого сравнительного видео, где я там сравнивал какие-то разные курорты, разные страны, ну мы с Олей. Нам говорили, писали нам и немножко там возмущались, что ну как это Шри-Ланка не развита, ну как это, ну вот мы не были на Хикадуве, теперь мнение немножко изменилось, то есть Шри-Ланка намного развитее, чем мы восприняли в первый раз, согласны? Ну да, нам не понравилось, когда мы только приехали сюда, а потом уже привыкли. Ну да, мы здесь тут как прям... местные уже стали, нас уже все знают, узнают, здороваются. Ну не все.
Ну, классно. да, ходишь по дороге, уже с тем здороваешься. На там, рынке с нас тем, уже с тем. все знают. По ценам это одна из самых дешевых стран, это я сразу как сравнительное видео с другими странами. Это одна из самых дешевых стран. Любому человеку, например, из столицы, то есть довольно-таки комфортные цены, то есть нам все кажется недорогим, комфортно, прикольно, вот в плане цены, вообще ценовой политики очень круто. Авиабилеты мы покупали напрямую в авиакомпании, летели Air Arabia, кто не в курсе, если кто первой серии не смотрел. Это в районе $1000 стоил в обе стороны на двоих, это мы покупали заранее, сейчас цены... Мы думали, что остаться и поменять билеты. Цены чуть ли не в 2 раза дороже сейчас. 2 раза ровно. В 2 раза. Визу мы покупали онлайн. Приходит все быстро. Стоит $30. 5 долларов. 35 Что? долларов. $35 на человека. Никаких проблем с этим нет. Бронировали жилье через Booking, то есть без проблем. Такая хитрость небольшая, что по месту владельцы отеля, менеджеры могут... Вы можете с ними договориться о небольшой скидке. Просто отменяете бронь. И они вам дают скидку, которая больше, чем кэшбэк, например, который у вас мог бы быть там с букинга, если вы пользуетесь кэшбэками. Собственно, рекомендую этого делать. Мелочь, но иногда накапливается и довольно-таки приятно. Туроператор или сами вопрос. Мы летели сюда сами, то есть это не Египет. Сюда рекомендую вообще в плане там Таиланда, Шри-Ланки, вообще других стран, куда вы едете на долгий срок, лучше бронировать самому, это будет намного дешевле. Туры на месяц, представьте, сколько стоили бы. Конечно, мы покупали страховки медицинские обязательно с Ну, это покрытием важно, 50 тысяч долларов на ковид. И правила какие-то есть, чтобы были страховки с покрытием по ковиду? 50 тысяч долларов по ковиду покрытие должно быть. Угу. Так, как мы города выбирали? Выбирали самые активные, вам советую не Хикадува. Я не советую Хикадуву никому, хотя здесь прикольный снорклинг, развитый город, куча кафешек, ресторанов, но мне не нравится, когда мне подобных людей вокруг много. Если я приехал на Шри-Ланку, чтобы вокруг были ланкийцы, чтобы вокруг была культура, музыка и так далее ланкийская. Здесь очень засрано, извиняюсь за выражение, уже нашими местными, нашими туристами, хотел сказать, земляками. А все потому, что здесь Ну и близлежащими странами. туристические фирмы продают именно сюда людям, пакетникам, да, отдых. Поэтому здесь и много русскоговорящих. А вот в Мерисе пакетников очень мало. много, да. В Мерисе более такой, мало. в Велигаме уже больше туристов, ну там много русскоговорящих, но тем не Но менее больше и туристов уже разбавлено. Здесь по ощущениям процентов 35 украинцев, процентов 35 русских и остальное уже смесь идет. Ну вот плюс-минус, это на мой субъективный взгляд. К погоде и климату мы один раз попали только под дождь в Мерису. В Мерисе попали за месяц под дождь, проливной конкретный, переждали часик в кафешке, вернулись нормально. Больше я дождей вот просто не помню, блин. Что-то не видела. Небольшой капал дождик, где мы на экскурсии ездили, что-то на... Ну, это в горах Что-то вообще еле покапал. Ну, короче, не было дождей, кроме одного за месяц. То есть, и это мы в феврале. Январь. Мы с 10 по января по 10 февраля провели, чтобы вы понимали, ориентировались. По сезону сразу же скажу, пока помню, по фруктам. Офигенный сезон по фруктам, хотя... По некоторым фруктам, например, мангустина мы ни разу не видели, но вот по дуриану не сезон, но его валом все время. То он частично пропадает, потом опять появляется, и на прилавках его хватает. Мы объедались манго, ананасами, папайей. Ух, если нас накроет, будет прикольный контентик. По фруктам вдоволь, да, отличное время для этого. По безопасности все круто, комфортно, вообще не хочу ничего больше говорить. Просто все круто, комфортно, вообще без проблем. Никаких там воришек, чего-то стрёмного такого ни разу подмечено не было, все круто. У нас даже сама соседка с нами ездила, она сама гуляла и вечером, и днем, и не боялась никого, и все было отлично, нормально. Деньги оставляла в номере, даже не в сейфе. Только разок никто ничего не воровал. Утянула в океан, как раз вот за нашей спиной, где-то там, где лодочки. И вот там дальше риф, и где-то там ее спасали, в одиночку просто в океане ходите, плавайте. Все, а так, в принципе, очень безопасно, круто. По адаптации у нас 3 часа с половиной разницы с Киевом, адаптации. Быстро очень. Ну, очень быстро, комфортно, никаких проблем 2 нет. дня и всё. Ну, жарко. Ну, как-то приемлемо, может, это у нас так, но мы говорим свое мнение, как у нас это все было. По пляжам, ну, пляжи Хикадувы мне не нравятся. Для серфинга Наригама это следующий вот, это Хикадува поселочек, но пляж Наригама. То пешком, ну, минут 20 по пляжу вы могли бы дойти. На тук-туке это 5 минут, Наригама для серфинга, для второго левела уже такого. С детьми вот этот пляж, где мы снорклили, он топ.
просто пляж Шри-Ланки для детей. И нас сегодня это немножко уже взбесило, мы ушли раньше, чем всегда. Они уже на голове были дети. Вокруг детский сад просто, если у какого-то одного там истерика у ребенка, все, это будет все возле вас. Пляж не супер там растянутый, потому что с одной стороны лодки, а дальше уже больше рифы. Очень плотненько на пляже. Плотненько. Люди лежатся, они даже не думают о том, что нужно какую-то дистанцию соблюдать. Прям они очень прям на тебя, в упор на голову подходят, тебе ложатся. садятся. Да, и очень много детей, но пляж просто очень реально круто подходит для детей и для снорклинга, соответственно. Волны разбиваются, видите где? Вот дальше, правее волны разбиваются, там идет полоса рифа. А вот до пляжа уже не доходят никакие волны большие, очень комфортно плавать с детьми, все время там барахтаются люди. На Велигаме 2 детей погибло, к сожалению, утянуло 4 людей, 2 из них женщины, я так понял. И 2 детей не спасли обратным течением на Велигаме, казалось бы, там очень пологий, долгий вход. И волны не супер там какие-то, то есть они для начинающих прям серферов. Будьте осторожны, бдительны с детьми. Очень круто этот пляж подходит, но все равно, конечно же, самих детей в океан отпускать, но это нужно быть вообще отбитым человеком. Маленькая ремарочка, вставочка, что-то не сказали, не упомянули, ошиблись, спрашивайте, исправляйте, общаемся, короче, без проблем, мы всегда на связи. По наличке, по карте, по снятию, что с собой брать, мы брали наличку, мы обменивали у гидов, у ювелиров, обменники по хорошим курсам в Хикадуве, это все круто, вообще быстро меняют. Мы обменивали доллар. Обменивали доллары, нужно брать крупные банкноты желательно. Если вы меняете старого образца купюру на 5 рупий, там на 10 могут меньше взять. Но чаще всего это на 5 рупий меньше. Это совсем копейки, я считаю, банкнота 50 там и меньше, или евро мелкие мы меняли. Ну, тоже, соответственно, курсы может быть немножко ниже несущественно. Доллары Менять без вы здесь проблем. нигде не снимете, копии снимаете с конвертации в вашей валюте, либо же везете сюда доллары, все. Проще всего наличку брать и наличку менять. В аэропорте не менять, в аэропорте не менять. В аэропорте можно купить за 1500 рупий симку с интернетом на месяц, 35 гигов и с возможностью говорить. 1500, а 1300 там где-то стоит без возможности друг другу звонить между этими симками. Ну вот интернет, сим-карты, про это я сказал. Интернет не очень, Wi-Fi чаще всего не очень. У нас мобильная сеть работала, мобильный интернет работал лучше, чем Wi-Fi, хотя у нас новые отели, отель на 4 номера в Хикадуве вот здесь был последний. Ну как-то слабенький был Wi-Fi. Язык ломаный английский, разговаривают без проблем. Некоторые, ну крайне редко встречаются опытные гиды и молодые, которые общаются уже на русском более-менее. Аренда байка, машины, очень за 4 года ситуация изменилась. Огромное количество скутеров стало на дороге. Я не помню, чтобы 4 года назад такое было. Мы брали в аренду тук-тук, чуть ли не одни, я так понимаю, там из первых. Я не говорю, что первые, не докажу, это не факт. Но все удивлялись, что мы тогда брали тук-тук, гоняли. Я садил друзей сзади, садился за руль и с таким небольшим экстримчиком гоняли. Довольно-таки комфортно, прикольно. Сейчас я уже много встречаю наших туристов, которые гоняют за рулем тук-тука. Сдается в аренду, я вижу объявление, можно взять тук-тук в аренду, соответственно, скутера. Ну, в большой сезон просто не так, может быть, легко было снять сейчас скутер. Говорили, что прям на расхват и сложно было найти. Но так, в принципе, берите, катайтесь. Единственное, что заранее через интернет, онлайн, там как-то за 50 баксов покупали люди местные права, которые не простые, ваши международные, они здесь не котируются. Как мне поясняли те, кто брали байки из русскоговорящих туристов. За 50 баксов покупали, короче говоря, права и гоняли здесь без проблем. Такси на тук-туке вообще 100-2 и там по пару километров вас быстренько подвозят, вообще недорогой, в принципе, такси. В аэропорт с аэропорта, вот если часа 2 переезд, это стоит в районе, сколько мы платим? 45, 50 долларов пускай машина, да. То есть это большая машина, это на 5-6 человек примерно. Общественный транспорт, поезд. Вот все туристические места вы можете проехать на поезде. Колоритные везде дороги железные, все зелено, красиво. Есть определенные туристические места, где мы были, посмотрите предыдущее видео. Вот 9-арочный мост. Мы просто гуляли, но не проезжали на поезде, проезжали на поезде. Другие классные станции красивые, открываются виды на рисовые террасы, на какие-то склоны, холмы и так далее. Очень красиво, зелено, Шри-Ланка просто одна из самых зеленых, красивенных стран, которые мы вообще либо встречали, видели. Дороги отличные, у меня тут все сразу идет списком. Платные дороги, классные. Есть платные дороги, есть бесплатные дороги. Короче говоря, нормальные дороги. Бесплатные чуть хуже, и тратишь на это больше времени, через города, светофоры и так далее. Бесплатные дороги, прям как автобаны, и очень быстро добираться с места на место. Но важно учитывать, если вы хотите быстренько где-то попутешествовать самостоятельно и смотрите, что там типа 5 километров, но это 5 километров может быть по серпантину и по горам, и это очень накладно по времени занимает, поэтому иногда очень длительное время
большое время занимает переезды. По экскурсиям я в процессе всех видео понемножку старался рассказывать, показывать, какие есть, покажу картинку, слайд, что есть из самого популярного. Ну, советую плюс-минус делать то же, что и мы. И дополнительно мы хотели поплавать с китами, прыгнуть с китами. Государство это запретило. Какие-то, наверное, санкции увеличило для тех, кто будет организовывать для туристов такой отдых. Поэтому нам просто не удалось за все это время найти людей, которые могли бы нас вывести и прыгнуть хотя бы на там 30 секунд на минутку, снять этого кита, а просто посмотреть со стороны, хвостики и там гребешок какой-то. Ну, нам такое было неинтересно, мы так и не собрались, так и не поехали. Еще плюс, куда мы не поехали, это парк Яла, какой-то типа сафари, где посмотреть на животных в дикой среде. Я много говорю, если что-то хочешь говорить, моя кузина. Она отказалась в это видеть. Серфинг, другие водные развлечения. Вот на Мерисе был серфинг, но не для совсем новичков. Я там пару раз старался серфить, там есть определенные места с рифами, нужно понимать это, глубоко там пытаться не нырять, не падать. Ну, посерфить более-менее там не супер новичкам можно, в принципе. Там плюс были джет-ски, короче, водные скутеры, и больших таких развлечений я больше там не видел. Ну, вейки. Ну, такое из примитивного, из простого там есть. Супермаркеты, рынки. В туристических местах всегда есть рыночки, магазинчики, небольшие супермаркеты. Шри-Ланка довольно-таки уже хорошо развита, проблем с этим у вас не будет. Насекомые и так далее. Комарики есть, такие крупные москитики летают. Меня парочку, если там укусило, то долго они там чешутся, конечно. И мы пользовались фумигаторами, когда подозревали, что, возможно, кто-то еще остался жив. Уже подходим к концу, еще немножко. Сувениры, что привезти домой. Мы берем фрукты, мы берем чай, мы берем черный перец. Говорят, прям хвалят наши корицы. Короче говоря, везите то, что хотите, но съедобно рекомендую. Шмотки очень крутые, я сейчас не в них. Мы купили рубашечку, мы купили нашим, маме и сестре, мамы. Да, из классного, тетка, да, из классных, но она мне не крестная. Тетя Валя, привет, будете смотреть видео. Короче говоря, классный материал, как вискоза называется? Да. Вискоза и стоит там что-то 150 гривен, рубашка. Меньше $10. 1000, от там 1000-1500 рупий стоит рубашка. И вам могут, вот сейчас мы ждем, чтобы нам за несколько часов пошили вот эти 2 туники для наших женщин. Да. То есть Оля там посмотрела, говорит, о, хочу штаны, но нет, но они мне не подходят. Они показали, какая есть ткань. Вы говорите, окей, приду там через сколько вы сможете? Ну, 5 там часов, или там вечером, или утром. Все, приходишь, у тебя пошитые штаны. Ну, просто крутяк и классный материал. Классный. И за ту же цену, которую они висят уже готовы. Да, вообще все круто. Вот из сувениров это советую. Ну, чаи, понятно, чаи. Что еще популярно здесь такое? Чаи, фрукты. Я рекомендую вести съедобное, потому что вот эти, если кто-то коллекционирует статуэтки, масок огромное количество, поделок из дерева, вот такое. Местная кухня, популярные блюда, морепродукты. Можно покупать морепродукты, готовить самим. Негде готовить, прям на месте спросите, за 600-500 рупий за килограмм блюда вам могут приготовить прямо на месте. Один из самых дешевых курортов вообще, который мы либо посещали. На первом месте, тогда Шри-Ланка второй. Я думаю, что Шри-Ланка дешевле. По еде, по затратам на жилье, в целом все в общем. Я думаю, что Шри-Ланка самая дешевая. Как вы думаете, напишите свой топчик. Какие страны вы посещали, какие из них самые дешевые? На ваше мнение. Я за Шри-Ланку топлю. Мне кажется, это самое дешевое. Мы 4 года назад потратили $1500 на двоих. На все. На все вообще, со серфингом, с морепродуктами. Нас от креветок воротило, как и сейчас. Мы креветки давно не ели уже, потому что мы просто уже объелись. Как-то быстро они очень сытные, белковые такие. Мы как-то их быстро прям наедаемся. Поэтому пробовали уже разную рыбу. Но это так, уже отошел от темы. Будьте активнее, позитивнее, как я всегда говорю. И, в принципе, будем заканчивать уже это видео. Я хотел поблагодарить, кто был с нами, кто писал комментарии в Фейсбуке, в Инстаграме. Пока нас больше нигде нет и не собираемся, в принципе. Не хватало еще нам ТикТока. Встретимся с вами в новой стране. Пока мы не знаем сами, где. Я уже знаю. Оля знает, но у нас планы меняются каждый день и 5 пятниц на неделю. Привет передаю ребятам Ире и Андрею, которые наши подписчики. Так сложилось, что они тоже сюда приезжали в этот период. Они с нами связались, мы встретились, провели пару приятных вечеров. Спасибо за крутую компанию. Благодаря, наверное, таким людям и вообще всем подписчикам, кто там лайкает и комментирует, у меня появляется
просто появляется дополнительное желание продолжать монтировать, потому что снимать мне очень в удовольствие, в кайф, и вообще могу это бесконечно делать. Монтаж, конечно, занимает время, силы, и рутина такая небольшая, поэтому А вы там не всем. сидите, собираете чемоданчик и в путь. Смотри, какой вопросик. Какие советы дала бы ты самой себе перед поездкой, вот если бы ты уже с этим опытом была бы? Я бы, наверное, сразу продлила бы визу на второй месяц, и побольше денег с собой налички взяла, и все. Блин, это очевидно. Это вот мне совет бы был такой. Потому что тут месяц, он быстро пролетает, вы не думайте. Жизнь быстро это пролетает. Очень быстро время Да? идет. Да. Поэтому, конечно, хотелось бы тут еще остаться и все-таки позимовать. Реально, вот на 3 месяца приехать, взять с собой больше налички и тут Но мы к этому идем. Соглашаешься, что мы понемногу созреваем к этому, но возвращаться домой нужно, есть накапливается какая-то работа, у нас тут бесплатно тоже никто кормить не будет. Есть вопросы, пишите, где-то ошиблись, не осуждайте строго. Доставайте свой чемоданчик, стряхивайте с него пыль. Все, чао, мы пойдем дальше, встретимся с ребятами, наверное, напоследок закупим манго. Нам нужно сувенирчики докупить съедобные, чтобы были самые свежие. Ну и говорим пока Шри-Ланке, прощай, наверное, мы говорить не будем, кто знает, что будет завтра. Все, спасибо, что были с нами, чао. Thought I'd still be feeling same as the beginning, waste of time.